что если древние цивилизации создавали устройства, которые современная наука не может объяснить до сих пор, а ученые, раскопавшие их, предпочли снова закопать, лишь бы не отвечать на неудобные вопросы. Антикитерский механизм рассчитывал движение планет за 2000 лет до изобретения шестеренчатых часов. Багдадская батарея производила электрический ток еще до того, как человечество официально открыло электричество. Но это лишь те находки, о которых нам все-таки рассказали. Есть артефакты, которые тихо исчезли из музеев, были переданы в закрытые архивы или буквально возвращены обратно в Землю. И именно о них пойдет речь. В 1961 в Калифорнии, неподалеку от города Коса, трое охотников за минералами разбили геоду, округлый камень с полостью внутри. Внутри оказался не кристалл. Там находился цилиндрический металлический стержень, окруженный фарфоровым корпусом, медными кольцами и следами магнитного поля. Геологи определили возраст породы снаружи. Не менее 500 тысяч лет. Объект выглядел в точности как свеча зажигания от автомобиля середины 20 века. Когда владелец попытался продать артефакт на аукционе, покупатель забрал его, и больше никто этот предмет публично не видел. В 1936-м рабочие, строившие дамбу Гувьера в штате Невада, извлекли из скальной породы металлические шестеренки с идеальной машинной обработкой. Геологи датировали слой породы примерно в 500 000 лет. Инженеры строительного проекта осмотрели находку, составили внутренний отчет и передали объекты федеральным геологам. Публичного сообщения не последовало. Отчет до сих пор числится засекреченным в архивах Министерства внутренних дел. Еще более конкретный случай произошел в Румынии в 1973-м. При прокладке канала у реки Муреш строители наткнулись на 3 объекта в одном слое. 2 были из мамонтовой кости, а 3 оказался алюминиевым клином с характерными следами фрезерной обработки. Радиоуглеродный анализ органического материала рядом с клином показал возраст около 80 тысяч лет. Проблема в том, что промышленное производство алюминия стало возможным лишь в 1827-м. Процесс требует электролиза и температур, недостижимых без промышленного оборудования. Румынские ученые передали клин в Институт археологии Бухареста. После нескольких лет тишины официальная позиция свелась к одной фразе: объект требует дополнительного изучения. С тех пор он не фигурировал ни в одной публичной экспозиции. В 1869 шахтеры в Калифорнии, в шахте Невада, на глубине около 40 метров, обнаружили в золотоносном кварце каменные ступки, пестики и каменные шары с просверленными отверстиями правильной формы. Геолог Джозайя Уитни из Калифорнийского университета лично исследовал находку и датировал породу эпохой Плиоцена от 2 до 5 миллионов лет назад. Он опубликовал подробный доклад. Антрополог Уильям Холмс из Смитсоновского института прочитал его и написал опровержение, в котором утверждал: раз эти данные противоречат принятой теории эволюции человека, значит датировка ошибочна. Доклад Уитни был изъят из академического оборота. Сам Уитни до конца жизни настаивал на своих данных. Артефакты исчезли из фондов университета после его смерти. В Южной Африке, в шахтах Клерксдорп, с 1970-х годов горняки регулярно находят металлические сферы с канавками, опоясывающими их точно по экватору. Твердость материала превышает сталь. Возраст породы, в которой они залегают, около 2 миллиардов 800 миллионов лет. Куратор местного музея Рус Морайс задокументировал сотни таких объектов. Несколько сфер были переданы в НАСА для анализа. Официальный ответ агентства: природное образование, лилиансит или вулканический конкреций. Однако геологи, изучавшие их независимо, указывают, что ни один известный природный процесс не создает идеально симметричные параллельные канавки на твердом металлическом объекте. Каждый из этих случаев заканчивается одинаково. Объект изымается, доступ к нему закрывается, официальная наука выдает краткое объяснение и закрывает тему. Но есть одна находка, которая не просто была спрятана, где она была намеренно уничтожена после того, как ученые поняли, что именно держат в руках. В 1944 году иракский геолог Вильгельм Кёник, работавший в Национальном музее Багдада, извлек из запасников странный глиняный сосуд высотой 14 сантиметров. Внутри находился медный цилиндр, закрепленный асфальтовой пробкой, а сквозь него проходил железный стержень со следами коррозии, характерной для кислотного воздействия. Кёник немедленно опубликовал статью с единственным выводом: это гальванический элемент. Проще говоря, батарейка. Возраст артефакта около 2000 лет. Когда в 50-х американские инженеры
Уиллард Грей воспроизвел точную копию сосуда и залил внутрь виноградный сок, устройство выдало полвольта постоянного тока. Официальная наука до сих пор настаивает на версии о ритуальном сосуде для хранения свитков. Оригинал исчез из музея в 2003 во время разграбления Багдада, и никто официально не занимался его поисками. Но багдадская батарея, это почти общеизвестный факт по сравнению с тем, что нашли в 1938 в гробнице эпохи Хань в китайской провинции Цзянсу. Там обнаружили тонкие металлические полосы, которые поначалу приняли за декоративные украшения. Спектральный анализ, проведенный китайскими металлургами в 70-х, показал состав сплава: 93% алюминия, остальное — медь и марганец. Точное соотношение полностью совпадало с современными авиационными сплавами. Возраст захоронения — около 1700 лет. Китайские власти засекретили результаты анализа на 20 лет. Когда данные все же просочились через немецкий журнал по металлургии в 1993-м, Пекин официально заявил, что речь идет о лабораторной ошибке при датировке. Повторный независимый анализ никому не разрешили провести. В 1991 году в Альпах, на границе Австрии и Италии, двое туристов обнаружили тело человека, пролежавшего во льду 5300 лет. Этого человека назвали Эци. Медь в его топоре оказалась выплавлена с применением технологии, которую официальная наука датировала периодом на 1000 лет позже. Но не это вызвало настоящий шок у исследователей. Томографический анализ его внутренних органов выявил инструментальные следы хирургического вмешательства на костях. Не случайные повреждения, именно хирургические надрезы с признаками заживления, то есть прижизненные. Группа итальянских патологоанатомов подготовила доклад об этих следах в 2005-м. Журнал, принявший статью к публикации, отозвал ее за 3 дня до выхода номера без объяснений. Один из авторов доклада, доктор Эдуардо Бельтрами, дал интервью австрийской газете, в котором назвал это наиболее системным случаем научной цензуры, с которым он столкнулся за 30 лет практики. В Индии, в штате Раджастхан, в 1958 году при строительстве жилого района рядом с древним городом Джодхпур рабочие вскрыли слой земли с аномально высоким радиационным фоном. Уровень заражения соответствовал зоне после ядерного взрыва. Скелеты людей, найденные в этом слое, имели радиационные поражения костей. Возраст останков около 80 тысяч лет по данным радиоуглеродного анализа. Индийское правительство закрыло район, выставило оцепление и запретило дальнейшие раскопки. Британский физик-ядерщик Фрэнсис Тейлор, получивший доступ к образцам грунта через дипломатические каналы, опубликовал предварительные данные в 1961-м. После этого его финансирование было прекращено, а сам он был отстранен от университетской должности по формальному поводу — нарушение протокола хранения радиоактивных материалов. Каждый из этих случаев объединяет одна закономерность. Находка появляется, специалисты ее изучают, результаты указывают на невозможное, и в этот момент включается механизм подавления. Иногда это делается грубо, иногда элегантно, но результат всегда одинаков. Однако существует один артефакт, который не удалось ни спрятать, ни объяснить, потому что он слишком большой, чтобы его закопать. Göbekli-Tepe в Турции невозможно спрятать. Это комплекс из 12 тысяч каменных колонн весом до 50 тонн каждая, возведенные 11 тысяч лет назад. Официальная наука объясняет его строительство людьми каменного века, которые якобы не имели ни металлических инструментов, ни колеса, ни письменности. Но немецкий археолог Клаус Шмидт, руководивший раскопками с 1994 по 2014, зафиксировал нечто, о чем предпочитал говорить крайне осторожно. Колонны обработаны с точностью, которая требует металлических инструментов с твердостью не ниже закаленной стали. Следы обработки на известняке исключают использование каменных орудий. Шмидт умер в 2014-м от сердечного приступа прямо на раскопках. После его смерти турецкие власти ограничили доступ к нижним слоям комплекса, которые датируются еще более ранним периодом. Эти слои до сих пор официально не раскопаны. В Египте ситуация еще более показательна. В 1987-м японская группа под руководством профессора Сайто Йошимаса получила разрешение на сейсмическое сканирование плато Гиза. Аппаратура зафиксировала под левой лапой сфинкса прямоугольную полость размером примерно 9 на 12 метров. Египетские власти немедленно отозвали разрешение на дальнейшие работы. В 1991-м американский геолог Роберт Шох провел независимое сейсмическое исследование и подтвердил наличие нескольких подземных камер под телом сфинкса. Египетское правительство запретило любые попытки вскрыть эти полости. Официальная причина — защита археологического памятника. Неофициально несколько египетских чиновников в частных беседах с журналистами называли другую причину. То, что там находится, изменит все, что мы знаем об истории.
В 1968 у берегов Багамских островов, вблизи острова Бимини, пилот Роберт Браш заметил с воздуха правильные прямоугольные структуры под водой на глубине 6 метров. Водолазы обнаружили дорогу из плоских известняковых блоков длиной около 800 метров с идеальными прямыми углами и стыками. Геолог Манно Сантилли взял образцы породы и отправил на анализ в 3 независимые лаборатории. Все 3 дали одинаковый результат. Возраст блоков от 10 до 12 тысяч лет. Официальная наука объявила структуру природным геологическим образованием. Когда французский подводный исследователь Дмитрий Рыбяков опубликовал детальные фотографии с четкими следами обработки камня и шиповыми соединениями блоков, Смитсоновский институт выпустил официальное опровержение, в котором ни одна из фотографий не была разобрана по существу. Рыбяков был лишен финансирования своих дальнейших экспедиций. В Эквадоре, в провинции Морона-Сантьяго, в 1976 местный священник Карлос Креспи собрал коллекцию из нескольких сотен металлических пластин, которые местные жители приносили ему из пещер в джунглях. На пластинах были выгравированы символы, не соответствующие ни одной известной системе письма. Несколько пластин были изготовлены из сплава, который швейцарская лаборатория идентифицировала как платину с примесями металлов, нетипичных для доколумбовой металлургии. Ватикан, которому Креспи передал часть коллекции, засекретил предметы. Остальная часть коллекции сгорела при загадочном пожаре в хранилище в 1977. Сам Креспи до смерти настаивал, что пещеры содержат тысячи подобных предметов, но ни одна официальная экспедиция к ним так и не была организована. В Китае, в провинции Юньнань, в 2002 строители случайно вскрыли пещеру с металлическими трубами, уходящими глубоко в скальную породу. Трубы имели правильное круглое сечение и располагались в геометрически упорядоченных группах. Китайский геологический институт взял образцы и опубликовал предварительный отчет. 30% состава труб не поддается идентификации как известный природный материал. Через 6 месяцев после публикации отчет был отозван, сайт оцеплен военными, а все участники первоначальной группы переведены на другие должности. Местные жители называют это место горой труб и обходят его стороной. Все эти места объединяет не только аномальность находок, но и скорость, с которой государственные структуры закрывают к ним доступ. Это не случайные совпадения, это система. И есть один случай, когда ученый отказался подчиниться этой системе и заплатил за это карьерой, репутацией и свободой. Джон Ки, профессор антропологии Мичиганского университета, в 1983 получил доступ к закрытым фондам Смитсоновского института. Он искал материалы по раскопкам 19 века в долине реки Огайо. То, что он нашел, изменило направление его карьеры и в конечном счете уничтожило ее. В архивных ящиках хранились полевые журналы с описаниями скелетов ростом от 2 до 2,5 метров, извлеченных из курганов по всему Среднему Западу. К журналам прилагались инвентарные карточки с номерами. Сами объекты по этим номерам в фондах отсутствовали. Кии подал официальный запрос на их местонахождение. Ответ пришел через 8 месяцев. Уничтожены в рамках плановой инвентаризации фондов в 1962. Ки опубликовал сравнительный анализ полевых журналов в академическом издании. Через 2 месяца университет не продлил его контракт. Смитсоновский институт – крупнейшее музейное объединение в мире с бюджетом более $1 миллиарда в год, и получил от Конгресса США мандат на сбор и хранение всех значимых археологических находок на территории страны еще в 1846. По внутренним документам, рассекреченным в 1995-м в рамках закона о свободе информации, только за период с 1885 по 1925 институт получил более 18 тысяч человеческих останков нестандартных размеров с территории Северной Америки. Официально подтвержденное количество единиц хранения по этой категории на сегодняшний день – 0. В 1999-м австралийский антрополог Майкл Телегрин работал в архивах Британского музея над материалами экспедиции 19 века в Месопотамию. В одной из папок он обнаружил детальные зарисовки и описание объекта, найденного при раскопках Ниневии в 1852-м. Объект представлял собой стеклянную линзу с оптическими характеристиками, соответствующими современным телескопическим окулярам. Точность шлифовки исключала ручную обработку, возраст слоя около 3000 лет. Линза была передана в Британский музей, где хранится под инвентарным номером 187 251. Телегрин запросил физический доступ к объекту для спектрального анализа. Музей ответил, что объект временно недоступен для исследований. Этот статус сохраняется уже 25 лет. В 1972-м советские геологи в Сибири в районе реки Колыма при бурении скважины на глубине 120 метров подняли на поверхность металлический объект правильной цилиндрической формы диаметром около 3 см.
сантиметров. Порода вокруг него датировалась поздним мезозоем, около 100 миллионов лет. Объект был доставлен в Новосибирский институт геологии. Советские ученые провели полный химический анализ. Сплав содержал хром, никель и молибден в пропорциях, характерных для высокопрочной нержавеющей стали. Внутри цилиндра под рентгеном просматривалась спиральная структура. Доклад был подготовлен и направлен в Академию наук СССР. Гриф секретности с него до сих пор не снят. Документ значится в реестре засекреченных материалов под номером, который российские независимые исследователи установили через архивные запросы в 2008, однако физического доступа к нему не получили. В 1989-м перуанские строители при прокладке дороги в районе Наска вскрыли подземную камеру с предметами, которые местный археолог Хорхе Алькантара описал как механические компоненты неизвестного назначения. Алькантара сфотографировал находки и передал снимки в Национальный институт культуры Перу. Институт выдал предписание о немедленном прекращении работ и оцеплении участка. Алькантара получил официальное предупреждение за несанкционированную документацию государственного археологического объекта. Его фотографии были изъяты. Один снимок, который он успел передать коллеге до изъятия, был опубликован в перуанском журнале в 91-м. На нем отчетливо виден объект с зубчатыми краями и центральным отверстием, в точности как шестерня. Журнал получил официальное требование об опровержении. Редактор отказался его выполнять и был уволен. Каждый из этих случаев задокументирован. Имена, даты, архивные номера. Это не слухи и не легенды. Это конкретные люди, которые нашли конкретные предметы и столкнулись с конкретными последствиями. Но все это меркнет на фоне находки, которую правительство целой страны засекретило на государственном уровне и которая до сих пор хранится в военном бункере. В 1958 году в горах Баян-Кара-Ула на границе Китая и Тибета китайский археолог Чи Путей обнаружил в пещерном комплексе из 720 пещер ряды каменных дисков. Каждый диск имел отверстие в центре и спиральную бороздку, уходящую от края к центру. Диаметр около 30 сантиметров, толщина 2 сантиметра. Всего было найдено 720 штук. Профессор Цум Ум Ну из Пекинской академии наук расшифровал часть символов в бороздках и опубликовал результаты в 1962. Академия немедленно запретила публикацию и потребовала отзыва тиража. Цум Ум Нуй эмигрировал в Японию, где опубликовал урезанную версию своей работы. Когда советский ученый Вячеслав Сайцев получил несколько дисков для анализа в 60-х, его лаборатория зафиксировала аномальное электромагнитное поле вокруг объектов и следы кобальта в составе камня. Сегодня официальный Китай отрицает само существование этих дисков. В Индии, в храмовом комплексе Хойсалешвара в штате Карнатака, стены украшены барельефами XII века. Среди них изображения людей с предметами, идентичными по форме современным ноутбуком с экраном и клавиатурной панелью. На других барельефах того же комплекса изображены летательные аппараты с реактивными соплами и люди в скафандрах с герметичными шлемами. Индийский историк Аджай Шарма задокументировал более 40 подобных изображений в 15 различных храмах по всей стране и опубликовал каталог в 2009. Индийское министерство культуры выпустило официальное заявление, в котором все изображения были названы религиозными символами, неверно интерпретированными современными наблюдателями. Финансирование дальнейших исследований Шарме было прекращено. В Турции в Музее анатолийских цивилизаций в Анкаре под инвентарным номером хранится артефакт, найденный при раскопках Тель-Халафа в 1929. Объект представляет собой терракотовую фигурку высотой 8 см, возраст которой около 6000 лет. Фигурка изображает существо в облегающем костюме с баллоном за спиной, трубками, идущими к лицевой маске, и предметом в руке, идентичным по форме современному пистолету. Немецкий археолог Вильгельм фон Браузе описал ее в своем полевом дневнике как необъяснимую и требующую отдельного изучения. Дальнейших публикаций об этом объекте в академической литературе нет. Музей демонстрирует фигурку без какого-либо пояснительного текста. В 1971 году мексиканский инженер Хосе Диас Боливар проводил геологическую разведку в штате Хуастека-Потасина. На глубине 8 метров его буровая установка столкнулась с металлическим объектом. Ручная расчистка заняла 4 дня. Объект оказался металлической пластиной размером примерно 60 на 40 сантиметров с выгравированными схемами, в которых Боливар, имевший инженерное образование, опознал принципиальную электрическую схему. Он отвез пластину в Национальный политехнический институт Мексики. Там ее изучали 3 месяца. Итоговое заключение института содержало единственную фразу: «Происхождение объекта не установлено». Пластина была передана в государственное хранилище. Боливар подавал запросы на ее возврат для независимого анализа на протяжении 12 лет. Все запросы были отклонены. Он умер в 1973
1993 не получив никакого официального ответа по существу. В Египте, в Дендерском храме, на потолке одного из подземных залов изображены объекты, которые египтолог Иван Давидович в 1980-м описал как электрические лампы с нитью накала внутри стеклянной колбы. Высота изображений — около метра. Австрийский инженер Вальтер Гарн в 1982-м создал точные физические копии изображенных объектов и подключил их к источнику тока. Копии светились. Египетские власти закрыли доступ к подземному залу для независимых исследователей в 1985-м. Официальная версия. Изображение символизирует цветок лотоса, из которого рождается змей. Стандартный религиозный мотив. Ни один египтолог, придерживающийся официальной версии, не объяснил публично, почему внутри цветка лотоса изображена спираль, идентичная вольфрамовой нити накала. Все это задокументированные факты с конкретными именами, датами и местами хранения. Но есть одна категория находок, которая превосходит все перечисленное по степени невозможности. Это не отдельные предметы, это целые комплексы, которые физически не могли быть созданы известными нам цивилизациями. И один из них был намеренно затоплен после того, как ученые поняли, что именно нашли. У берегов японского острова Йонагуни в 1986-м инструктор по дайвингу Кихачиро Аратаке случайно наткнулся на подводные структуры на глубине 5 метров. Ступенчатые платформы, вертикальные стены, прямые туннели и арки уходили вниз до 27 метров. Общая площадь комплекса около 20 тысяч квадратных метров. Японский геолог Масааки Кимура из университета Рюкю провел более 100 погружений и в 1995-м опубликовал детальное исследование. Структуры искусственные. Возраст от 8 до 12 тысяч лет. То есть они были построены до того, как этот район ушел под воду в конце последнего ледникового периода. Японское агентство по культурным ценностям отказалось признавать комплекс официальным археологическим объектом. Без этого статуса никакие государственные раскопки невозможны, а частные исследователи лишены юридической защиты своих находок. Кимура продолжал работу за собственный счет до выхода на пенсию. Официальный статус комплекса Йонагуни на сегодняшний день — геологическое природное образование. В 1999 году российский геолог Александр Калтыпин проводил полевые работы в Турции в районе Фригийской долины. На поверхности скальных плато он зафиксировал следы, которые его коллеги первоначально приняли за эрозию. Детальное измерение показало иное. Параллельные колеи глубиной до метра, шириной от 90 до 150 сантиметров, тянущиеся на сотни метров по твердому андезиту. Андезит имеет твердость по шкале Mohs около 6. Это тверже большинства металлов бронзового века. Калтыпин опубликовал геологический анализ. Колеи продавлены, а не выбиты, что означает воздействие на породу в период, когда она еще не полностью затвердела, то есть несколько миллионов лет назад. Турецкие власти закрыли часть плато для посещения после публикации, сославшись на реставрационные работы, которые не начались до сих пор. В Боснии в 2005-м независимый исследователь Семир Османагич объявил об обнаружении пирамид под холмами близ города Високо. Боснийское правительство выделило финансирование. Раскопки вскрыли каменные блоки с плоскими поверхностями и следами обработки. Геологический анализ немецкой лаборатории показал, материал блоков — искусственный конгломерат, то есть бетон, а не природный камень. Возраст органических включений в растворе между блоками по углеродному анализу — 25 тысяч лет. Европейская ассоциация археологов немедленно выпустила открытое письмо с требованием прекратить раскопки, назвав проект псевдонаучным. Письмо подписали более 50 ученых, ни один из которых лично не посещал объект на момент подписания. Боснийское правительство под давлением международных организаций заморозило государственное финансирование. Раскопки продолжились на частные средства и выявили подземные туннели протяженностью более 10 километров с керамическими блоками и следами искусственной вентиляции. В Индии в 2002-м морская археологическая служба страны обнаружила при сонарном сканировании Камбейского залива структуры на глубине 36 метров. Водолазы подняли со дна фрагменты обработанного дерева, керамику и человеческие зубы. Радиоуглеродный анализ дерева дал результат — 9500 лет. Это на 5000 лет старше Мохенджо-Даро, считающегося древнейшей городской цивилизацией Индии. Индийский министр науки Мурли Манохар Джоши публично объявил об открытии. После смены правительства в 2004-м финансирование проекта было прекращено. Новое Министерство культуры заявило, что находки требуют дополнительной верификации. За 20 лет эта верификация так и не была проведена. Объект не имеет охранного статуса и юридически остается незащищенным. В Антарктиде, по данным спутниковых снимков, рассекреченных американским геологическим ведомством, в 2016-м под ледяным покровом в районе Земли королевы Мод зафиксированы прямоугольные структуры размером от 100 до 400 метров на глубине 2 километров льда. Геофизики из университета Эдинбурга, изучавшие данные сейсмического сканирования, опубликовали статью, в которой описали аномалии как не соответствующие ни одному известному геологическому процессу. Статья вышла в марте 2018-го. В апреле того же года журнал опубликовал редакционную
редакционную поправку, в которой формулировки были смягчены до требующих дальнейшего изучения. Ни один из авторов публично не объяснил причину изменений. Закономерность очевидна. Находка появляется, анализ подтверждает аномальность, после чего включается один из 3 сценариев. Объект засекречивается, исследователь дискредитируется или сама находка физически уничтожается. Но в одном случае уничтожить не успели, и этот случай стал самым громким скандалом в истории современной археологии. В 1991 году в Узбекистане в пустыне Кызылкум геолог Владимир Плужников бурил разведочную скважину на глубину 180 метров. На отметке 162 метров бур внезапно провалился в пустоту. Плужников расширил скважину и опустил вниз камеру на кабеле. На записи была видна искусственная полость с ровными стенами, покрытыми металлическими панелями с геометрическими узорами. Плужников немедленно доложил в Академию наук Узбекистана. Через 2 недели на место прибыла комиссия из Москвы. Комиссия пробыла на объекте 3 суток, изъяла все записи и опечатала скважину. Плужникову было предписано подписать соглашение о неразглашении. Он отказался. В течение месяца он лишился должности, жилья в ведомственном доме и пенсионных накоплений. В 2004-м, уже после распада СССР, он дал интервью узбекскому независимому изданию. В нем он описал еще одну деталь, которую не успел включить в первоначальный доклад. На одной из металлических панелей были видны символы, идентичные тем, что он видел на фотографиях шумерской клинописи в научном журнале. Издание, опубликовавшее интервью, закрылось через 3 месяца. В Мексике, в штате Чьяпас, в 1952-м археолог Альберто Рус Луилье вскрыл погребальную камеру в основании пирамиды Паленки. Внутри находился саркофаг с крышкой весом около 5 тонн. На крышке была выгравирована сцена, которую официальная наука трактует как падение человека в пасть земного чудовища. Швейцарский исследователь Эрих фон Деникин в 1968-м опубликовал иную интерпретацию. Человек на крышке сидит в кресле с педалями управления, смотрит в прицел, держит рычаги и окружен механизмами с трубами и соплом сзади. Поза, угол наклона тела и расположение рук идентичны положению пилота в кресле современного истребителя. Мексиканский национальный институт антропологии запретил фон Деникину въезд в страну на 10 лет. Крышка саркофага сегодня экспонируется в Национальном музее антропологии в Мехико. Посетители могут ее видеть, но физический доступ для независимого трехмерного сканирования закрыт с 1983-го. В Ираке при раскопках древнего Ура в 20-х годах прошлого века британский археолог Леонард Вулли извлек из царских гробниц предметы, которые описал в полевых журналах как инструменты неизвестного назначения из сплава с неустановленным составом. Металлургический анализ, проведенный в Лондоне, показал, сплав содержит титан. Промышленное производство титана началось в 1950-м. Возраст находок около 4500 лет. Вулли упомянул результаты анализа в одном письме коллеге, которое сохранилось в архивах Британского музея. В официальных отчетах об экспедиции эти предметы не фигурируют. Их инвентарные номера в каталоге Британского музея числятся как утраченные при транспортировке. В Бразилии, в штате Мараньян, в 1979-м крестьянин Педро Алвес расчистил участок под посев и обнаружил каменные плиты, под которыми находился люк из металлического сплава. Под люком располагалась лестница, уходящая вниз на глубину около 20 метров в помещение с каменными столами и предметами на них. Алвес взял один предмет, небольшой металлический цилиндр, и отнес в ближайший город. Местный врач, осмотревший цилиндр, вызвал федеральную полицию. Полиция прибыла на участок Алвеса через 6 часов. Люк был заварен металлическими скобами прямо на месте, а участок огорожен. Алвесу выплатили компенсацию за изъятую землю, сумму, эквивалентную 3-летнему доходу фермера. Цилиндр не вернули. Официального объяснения не последовало. Местные жители до сих пор называют это место дырой правительства. В Пакистане при повторных раскопках Мохенджо-Даро в 1978-м итальянская группа под руководством Антонио Поссело обнаружила в центре города эпицентр. Участок, где все строения оплавлены снаружи внутрь при температуре не менее 1500 градусов. Скелеты людей в этом районе лежали прямо на улицах без следов захоронения, с радиальным распределением от центра, точно как жертвы ядерного взрыва в Хиросиме. Посел опубликовал предварительный доклад. Пакистанское правительство отозвало разрешение на раскопки. Финальный отчет экспедиции в академических базах данных отсутствует. Сам Посел в более поздних интервью категорически отказывался комментировать эту экспедицию. Все эти объекты существуют прямо сейчас. Заваренные, засекреченные, опечатанные. Но самое невероятное не то, что они существуют. Самое невероятное — это то, что однажды один из них вскрыли повторно. И то, что там нашли, заставило правительство принять решение, беспрецедентное в истории современной науки. В 1983 году на севере Эквадора, в провинции Имбабура, при прокладке дороги через горный массив бульдозер вскрыл вход в подземную систему тоннелей.
Местный инженер Стэнли Холл немедленно связался с британским исследователем Иваном Сандерсоном, который организовал экспедицию при поддержке эквадорского правительства. Тоннели уходили вниз на глубину более 200 метров и тянулись на десятки километров в направлении перуанской границы. Стены были отполированы до зеркального блеска инструментами, следы которых исключали ручную обработку. Через каждые 100 метров в стенах располагались ниши с металлическими предметами, пластинами, цилиндрами и объектами, которые участники экспедиции описывали как компоненты неизвестных механизмов. В одном из залов находился стол из монолитного камня длиной около 7 метров с углублениями правильной формы по всей поверхности. Рядом со столом стояло кресло из того же камня с подлокотниками, эргономически соответствующими человеческому телу. Холл отправил предварительный доклад в Лондон и Вашингтон. Через 72 часа после отправки доклада к входу в тоннели прибыли военные подразделения эквадорской армии. Экспедиция была принудительно эвакуирована. Холлу сообщили, что тоннели представляют угрозу обрушения и закрываются для посещения. Вход был взорван и засыпан. Иван Сандерсон умер через 4 месяца. Официальная причина смерти – рак, диагностированный за 3 недели до гибели. Но это не самое шокирующее в этой истории. Среди металлических предметов, извлеченных из ниш до прибытия военных, один был вывезен участником экспедиции, геологом, имя которого в документах фигурирует только как доктор Р. Предмет представлял собой пластину размером примерно 40 на 20 сантиметров из сплава, который геолог описал как похожий на платину, но значительно легче. На пластине были выгравированы схемы, которые доктор Р. показал 3 независимым инженерам-электронщикам, не сообщая о происхождении объекта. Все 3 независимо друг от друга идентифицировали схему как принципиальную электрическую схему устройства с характеристиками, соответствующими полупроводниковому процессору. Первый коммерческий микропроцессор был создан компанией Intel в 1971 за 12 лет до этой находки. Возраст тоннелей по геологическим данным экспедиции не менее 10 тысяч лет. Доктор Р. передал пластину в частный исследовательский институт в Швейцарии. В 1987 институт получил официальный запрос от правительства США с требованием передать объект на основании международного соглашения об археологических ценностях. Швейцарская сторона отказала, сославшись на то, что объект не имеет подтвержденного статуса артефакта. В 1991 институт был закрыт по финансовым причинам. Судьба пластины после закрытия института неизвестна. Параллельно с эквадорскими событиями, в 1985 американский военный подрядчик ARS получил контракт от Министерства обороны на геофизическую разведку подземных аномалий в 4 точках на территории США. Все 4 точки располагались в местах, где в 19 веке были задокументированы находки нестандартных артефактов. Контракт был рассекречен частично в 2019 в рамках судебного иска по закону о свободе информации. В рассекреченной части фигурирует одна фраза из технического задания: установить наличие и характеристики искусственных подземных структур докерамического периода. Докерамический период — и все это время до 12 тысяч лет назад, когда, согласно официальной науке, на территории Северной Америки не существовало никаких цивилизаций. Результаты контракта засекречены полностью. Сумма контракта в рассекреченной части документа замазана. Человек, подписавший это техническое задание со стороны Министерства обороны, заместитель директора отдела специальных проектов, бригадный генерал Томас Кроуфорд. В 1992 Кроуфорд вышел в отставку и дал единственное интервью за всю карьеру небольшой региональной газете в Аризоне. На вопрос журналиста о том, что является главным открытием его карьеры, Кроуфорд ответил буквально следующее: «То, что мы думаем о себе как о первых, это самое удобное из всех заблуждений». Больше он не сказал ничего. Газета вышла тиражом 800 экземпляров. Оригинальный номер сохранился в единственном экземпляре в библиотеке округа Марикопа. В 2022 году греческий физик Ксенофон Мусас из Афинского университета завершил 30-летнее исследование антикитерского механизма и опубликовал итоговый доклад. Его вывод был однозначен: механизм содержит математические алгоритмы, для разработки которых требуется не менее 300 лет накопленных астрономических наблюдений с применением инструментальных измерений. Это означает, что цивилизация, создавшая его, вела систематические научные наблюдения, начиная примерно с 500 года до нашей эры, в период, когда, согласно официальной истории, греки еще не имели письменной математики достаточного уровня. Мусас направил доклад в 12 ведущих научных журналов, 11 отказали без рецензии. 12-й опубликовал в специализированном издании по истории науки с тиражом около 3000 экземпляров. Это и есть ответ на вопрос, поставленный в начале. Ни военные, ни спецслужбы и ни тайные общества принимают решение о том, что останется в истории, а что исчезнет. Решение принимает система, совокупность академических институтов, государственных структур и финансовых механизмов, которые существуют ровно до тех пор, пока история человечества выглядит линейной и предсказуемой.
Находка, разрушающая эту линейность, не требует заговора для своего исчезновения. Достаточно не выдать финансирование, не продлить контракт, не принять статью к публикации. Механизм работает автоматически, но у этого механизма есть уязвимость. Он рассчитан на единичные находки и одиночных исследователей. Он не рассчитан на то, что происходит сейчас. Спутниковые снимки высокого разрешения, доступные любому человеку с подключением к сети, позволяют независимо верифицировать подземные аномалии. Любительские радиоуглеродные лаборатории в университетах 20 стран принимают образцы без предварительного одобрения государственных структур. Рассекреченные архивные документы оцифровываются и становятся доступны одновременно тысячам исследователей. Именно поэтому за последние 10 лет количество публично задокументированных аномальных артефактов выросло в 4 раза по сравнению с предыдущим столетием. Конкретный пример этого процесса – судьба антикитерского механизма. До 1971 он пролежал в ящике в Афинском национальном музее 69 лет, потому что ни один специалист официально не взял на себя ответственность за его интерпретацию. Только появление рентгеновской томографии позволило увидеть внутреннюю структуру и доказать его назначение. Сегодня исследовательская группа из 14 университетов продолжает расшифровку надписей на механизме. В 2021 они установили, что механизм отслеживал циклы 5 планет одновременно с точностью, которую европейская наука достигла только в 17 веке с изобретением телескопа. Тот же принцип применим ко всем находкам, описанным здесь. Румынский алюминиевый клин хранится в Институте археологии Бухареста под инвентарным номером, который установлен и задокументирован. Южноафриканские металлические сферы продолжают извлекаться из шахт и оседают в частных коллекциях, часть из которых доступна для анализа. Подводный комплекс Йонагуни фотографируется тысячами дайверов ежегодно, и накопленная фотодокументация уже превышает объем, который можно было бы оспорить академическим опровержением. Боснийские тоннели открыты для посещения и продолжают изучаться волонтерскими группами из 23 стран. Если вас увлекают такие загадочные находки, как антикитерский механизм, вы ведь не хотите оставаться на уровне «это интересно». Загляните на наш сайт wideori.com, там полно подобных историй и фактов, которые заставят вас удивляться еще больше. Ссылка в описании. Фраза генерала Кроуфорда. То, что мы думаем о себе как о первых, это самое удобное из всех заблуждений, точнее всего описывает суть происходящего. Официальная история человечества построена на допущении, что технологическая сложность нарастает линейно и необратимо. Каждая из находок, описанных здесь, разрушает именно это допущение. Не потому, что доказывает присутствие инопланетян или существование магии, а потому что показывает, человеческий интеллект не изменился за последние 200 тысяч лет, и нет никакого физического закона, запрещающего возникновение сложных технологий раньше, чем это принято считать. Под левой лапой сфинкса до сих пор находится запечатанная камера. Вход в эквадорские тоннели до сих пор засыпан. Советский цилиндр из Колымы до сих пор числится в закрытом архиве. Швейцарская пластина с принципиальной схемой процессора не найдена. И ни одно правительство, ни один институт, ни одна академия в мире официально не ответили на простой вопрос. Если все эти находки являются ошибками датировки и природными образованиями, почему доступ к ним закрыт?